Всем привет, ребят, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы будем с вами готовить торт Рафаэлло. Для начала мы поделим 10 яиц на белки и желтки и начнем взбивать белок. Добавим щепотку соли и 250 грамм сахара и взобьем до вот такой вот массы, как у меня на видео. Вливаем все 10 желтков и взбиваем буквально до однородной массы. «250 грамм муки мы просеиваем, поделив на две части, и аккуратно перемешиваем лопаткой, чтобы наше тесто не упало. Также в тесто мы добавляем 60 грамм кокосовой стружки и аккуратно лопаткой перемешиваем. Вот такое вот у нас получается шикарное тесто. У меня форма 28 сантиметров. Я выкладываю пергаментную бумагу. Можно смазать сливочным маслом, либо, как у меня, вот такой специальный спрей для выпечки. Вот такие вот круговые движения шпажкой способствуют тому, чтобы тесто поднималось при выпечке более или менее равномерно. И выпекаем при 180 градусах примерно 30-40 минут. Проверяйте обязательно шпажкой деревянной на готовность. Для крема нам понадобится 900 грамм сливочного сыра. Можно взять, конечно, маскарпоне, но я почему-то люблю больше работать со сливочным сыром. Пару капель ванильного экстракта, вы можете добавить его побольше или наоборот поменьше, в зависимости от того, насколько вы его любите. Также в креме нам понадобится 300 мл сгущенного молока. 250 мл сливок жирностью 32-36%. И взбиваем все до однородной массы, примерно 5-10 минут в зависимости от вашего миксера. «60 грамм кокосовой стружки», 80 грамм в крошку измельченного миндаля. Я добавила еще 80 грамм сахарной пудры, но вы смотрите, насколько вы хотите, чтобы у вас был сладкий крем или, например, менее сладкий. Тогда не нужно вообще добавлять сахарную пудру, то есть на ваше усмотрение. И вот такая вот у нас с вами получается сладкая масса. Для выравнивания торта я убираю немного крема в сторону и обязательно накройте его пленкой и поставьте в холодильник. После того, как корж полностью остыл, мы снимаем вот так вот с него крышечку, чтобы он у нас был потом ровный, и разрезаем на 3 ровные части. Одну плитку белого шоколада мы разрезаем вот таким вот методом на кубики. Приступаем к сборке нашего торта. Каждый корж я пропитываю сгущенным молоком и кипятком, пропитываю его посильнее, потому что этот корж, он достаточно такой плотный. Смазываю потолще кремом и присыпаю частью шоколада.
Закрываю торт пищевой пленкой, прям так плотненько, хорошо, чтобы он у нас в холодильнике не заветрился. И отправляю его туда на 5-6 часов минимум. Желательно, конечно, на часов 20, тогда он точно хорошо пропитается. Ну и на следующий день я аккуратно его достаю из формы и начинаю выпрямлять тем кремом, который мы откладывали в сторону. Ну и украшение, конечно же, остается за вами. Я решила сделать украшение Рафаэла конфетками. Написала 34, потому что торт я делала на свой день рождения. Мне исполнилось 34 года. Я надеюсь, вам понравилось мое видео, и вы попробуете сделать этот тортик сами, так как он делается достаточно просто, но для этого он очень вкусный. Так что пробуйте. Я желаю вам всем приятного аппетита. Еще раз спасибо за просмотр. Ну и всем до следующего раза. Всем пока-пока.